Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан слышит, что у Барана свидание с Гэжой Шуле, она спрашивает Барана, есть ли что-нибудь, что мне следует знать, но Баран говорит, это ничего, не волнуйтесь, и закрывает тему. В то время как Ясмин расстроена добавлением пищевой соды в еду, Харон хочет подбодрить ее, но пока Цеври говорит, разве люди не могут попробовать еду, дорогая, Джевдет говорит, конечно, когда мысли в другом месте. Пока Ясмин и Харон защищают друг друга, Джевдет впадает в глубокую депрессию. Он говорит Цеври, что то, что произошло, уже произошло, и впредь мы будем очень осторожны. Когда Гуль говорит о том, что у Дилана есть дом, госпожа Кадер говорит, что если вы хотите иметь отдельный дом, никто об этом ничего не скажет. Гуль, как ты можешь так говорить, мама моя, я открыл глаза в этом особняке, Ферат слышит, что он сказал, и приходит к ним. Дилан пытается понять, почему Баран связался с Шуле. Сидя рядом с Бараном, она думает про себя и вдруг говорит, что Баран никогда бы такого не сделал. Когда Баран слышит это и спрашивает, чего бы он ни делал, Дилан меняет разговор на то, что в доме что-то не так. Затем, когда Баран хвастается тем, как быстро госпожа Шули сделала то, что хотела, Дилан, кажется, соглашается с ним, но Баран понимает, что ему некомфортно. Когда он идет на кухню под предлогом питья воды, Гуль предлагает ему выпить чаю и спрашивает Дилана, что с ним. Когда Дилан спрашивает, можно ли его понять, Дилан отвечает, мне есть о чем с тобой поговорить, но я не хочу никому говорить. Когда Баран сообщает Гулю, что встретится с Шулей вечером, Гуль говорит, в чем дело, ведь он ваш архитектор. Когда Дилан сказал, но он скрыл это от меня, Гуль Баран сказал, я не думаю, что он сделал бы такое, вам следует говорить открыто. Пока Баран смотрел на телефон у бассейна, господин Кудрет подошел к нему и сказал, я хотел поговорить о проблеме с Шаиром, так как он застал тебя одного. Когда Баран спрашивает, что случилось, господин Кудрет отвечает, что его нигде нет и что он заблудился, как будто упал вместе с Джавахиром. Хотя Баран говорит, что очевидно кто-то это скрывает, Хасан видит, что они разговаривают наедине, и пытается подслушать. Однако, когда он понимает, что Баран и Кудрет Бей здесь, он не может слушать. Джевдет очень переживает из-за плохих комментариев Гурмана и расстраивается. Дилан приходит в кабинет Барана, чтобы узнать, почему он встретился с Шули Джанем. Но Баран отказывается говорить, потому что он подумает, что он ревнует, и как только он собирается повернуть назад, Баран выходит и говорит, что случилось, давай поговорим в кабинете. Дилана нет, дорогая, ни о чем говорить, я пришла посмотреть на тебя, но она меняет тему, говоря, что я забыла вязание в комнате. Баран говорит, что покажет вам кое-что позже, показывает дизайн кухни и спрашивает ваше мнение. Пока Дилан рассеянно оглядывается, Баран рассказывает о своей мечте о большой кухне, чтобы мы с сыном могли там играть в мяч. Дилан будет очень рад, когда услышит эти ее прекрасные мысли. Баран заходит на кухню с Диланом, и они с удовольствием начинают готовить вместе. Когда ребенок Цеврии не молчит, Харон берет его на руки и поет колыбельную, и ребенок сразу же засыпает. Пока госпожа Азади вяжет и беспокоится одна в своей комнате, к ней приходит госпожа Кадер. Когда госпожа Азади говорит, что ей интересно узнать о Дилане, госпожа Кадер говорит, не волнуйтесь, Баран хорошо о нем заботится, а госпожа Азади радуется, говоря, молодец, мой сын. Баран заставляет Дилана попробовать еду, которую они приготовили своими руками, и злится, говоря ему сесть, чтобы он больше не уставал. Сидя и наблюдая за Бараном, Дилан задается вопросом, разве меня такой муж расстроит? Дилан, это все из-за этих гормонов, иначе с чего бы мне так думать? В то время как Ясмин навешивает на все из них ярлыки, чтобы она больше не могла использовать неправильные специи, Ясмин злится, когда Харон высмеивает ее. Пока Ферат и Гуль болтают в беседке, когда приходит Джихан, Гуль говорит, «Ребята, вы можете потусоваться, у меня есть кое-какие дела». К сожалению, Джихан рассказывает Ферату о том, что произошло, потому что прогресса нет.
Берон ставит блюда, которые они приготовили, перед Диланом одно за другим и просит его забить их. Когда Дилан ставит супу и еде 10 из 10, Берон спрашивает, как оно, есть ли какие-нибудь недостатки. Дилан говорит, что это сделал ты, конечно, нет, я тоже приложил к этому руку, но ладно. Берон говорит, что ты приправа всему. Харон впадает в глубокую депрессию из-за отсутствия работы в магазине. Если так будет продолжаться, наша лодка затонет, и когда мы говорим о том, что в семье появится ребенок, Ясмин расстраивается, потому что это все из-за меня. Харон, даже если бы мы не знали, насколько вкусна еда, Ясмин, когда ты говорил Тама, Ясмин приходила, чтобы я мог принести тебе чаю. Ферат и Джихан приходят к баранам и говорят, мы собирались с вами о чем-то поговорить, давайте не будем их беспокоить. Они спрашивают разрешения у барана Дилана и вместе выходят. Говорят, что Джихана Джавахира нигде нет, но и его тело найти не могут. Хотя Ферат говорит, что ему невозможно выжить, баран говорит, что мы не остановимся, пока не найдем его, мертвого или живого, мы продолжим поиски, Ферат и Джихан уходят. Когда Берон возвращается к Дилану, он спрашивает, что они сказали. Когда Берон упоминает деловые вопросы, Дилан спрашивает, почему ты не поговорил со мной? Берон отвечает, думаю, они не хотели прерывать этот романтический ужин. В этот момент на телефон барана приходит фотография зимнего сада. Хотя Берон рад, что Дилану это очень понравится, с другой стороны, когда он улыбается, ему кажется, что Дилан теперь улыбается, когда пишет текстовые сообщения. Он злится на себя, потому что думает, что чертовски ревнует Дилан. Когда Берон говорит, что собирается на деловую встречу, и просит Дилана выбрать для него одежду, Дилан приносит очень тяжелый костюм. Когда Берон спрашивает, не слишком ли это для этой встречи, Дилан пытается выяснить, о чем была тема, потому что я не знаю предмета встречи. Берон говорит, что ему не нравится выбор Дилана, и говорит, что он сегодня не в настроении. Ферат проверяет рот Гуль и спрашивает, стоит ли ей переехать в комнату побольше или в дом побольше. Гуль говорит, мне очень нравится эта комната и этот особняк. Мои братья Ферат очень довольны госпожой Шуле, и когда они спрашивают, стоит ли нам работать с ней, Гуль внезапно реагирует, а боже, в чем тут необходимость, и начинает внутренне ревновать. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.